специальную школу в рамках Thunderbird, которая называется Najafi Global Mindset Institute. То есть он конкретно занимается исследованием кросс-культурных различий. Он был основателем и долгое время президентом исследования, которое называется Клуб. Это исследование как раз лидерства во всем мире, чем оно отличается. Я надеюсь, что он немножко нам об этом расскажет. И Александр Угрюмов, представитель, как сказать, команды хозяйки чемпионата, то есть Росатома, конкретно представляет ТВЛ. Можно, Александр, вас попросить? Да, вот, давайте поприветствуем. Эксперт по Ирану, собственно, ваш. Александр любезно согласился помочь в ходе вопросов и ответов, которые будут в сессии вопросов и ответов с ИранеМ Джовиданом, дополнить, так сказать, своей экспертизой. После перерыва будет блок, связанный с Индией. Александр Зак – это выдающийся специалист в разных областях. Например, он 17 лет отработал в НАСА. Ну так, чтобы вы понимали, умищий какой у человека. Он инженер по образованию, выдающийся оратор и преподаватель. Слава богу, говорит по-русски, бегло, очень хороший оратор и модератор. В этом смысле, я надеюсь, будет не только интересно, но и весело. Он входит в так называемый Thunderbird Educational Network, то есть он не является профессором Thunderbird, но, как сказать, находится на орбите. И помогать мне модерировать эту сессию будет Юрий Нечитайлов. Вот он. Да, давайте посмотрим. Если ему верить, то специалист по Индии. Не верите? Да. И если все хорошо, то мы закончим в 9. Но если будет интересно, и Александр Зак согласится нам помогать, то можем задержаться и попозже. Сейчас была шутка. Как себя чувствуете? Нормально? Поднимите руку, кто впервые на клубе. Спасибо. Поднимите руку, кто второй раз на клубе. Ой, я забыл первый раз поднять руку. Да. Ага. Кто третий раз на клубе? Спасибо. Да. Мне нужно представлять хозяев. Павла, Мария. Представитесь, может, сами. Коллеги, для тех, кто первый раз на клубе, я, наверное, представлюсь, меня зовут Мария Павлова, я являюсь директором Центра развития компетенции электронного бизнеса здесь в Академии, в состав которой входит программа Global Professionals. Это я вам сплаваю по этими всеми письмами про бизнес-клубы, про интересные штуки. Вы можете посмотреть мне в лицо, если это не интересно, то я не буду это делать. По всем вопросам вы можете обращаться ко мне касательно программы, касательно дополнительных мероприятий, по развитию в конце клуба. Я еще сделаю анонс на следующий клуб, на последний в этом году, и на мероприятии в английском языке. Отлично, спасибо. Да. Давайте начнем с небольшого знакомства. Я вас попрошу, вы за столами друг друга знаете? Ну вот и прекрасно. Да. Познакомитесь сейчас. И я вас попрошу друг другу, глядя в глаза, сказать, что вас сюда привело. То есть расскажите друг другу, кто вы, как вас зовут, откуда вы, так сказать, чем занимаетесь. Это коротко. И дальше скажите, чего вы хотите от этого мероприятия для себя лично. И обсудив эти вопросы, я вас попрошу написать что-то, что вас объединяет, на этом стикере. То есть вопросы, которые интересны за вашим столом всем или большинству, на которые вы хотели бы получить ответ на этой сессии. От каждого стола желательно 2-3 стикера получить. Мы их приклеим вот на этот флипчарт, а потом надеяться, зажав кулачки, что мы получим ответы на эти вопросы. Я вам на это дам 5 минут. Время пошло. У меня нет плеча еще, у меня надежда. Андрей, я сюда хожу из кофе, Сижу еще разговариваем, да. А у меня головная боль, потому что у нас дочки были, самая главная дочка, самая первая дочка, которая выходит на зарубеж. Понятно, нет. А мне, конечно, учитывая, что я начальник контактного отдела строительства собрания, мне это интересно. И у нас сейчас стендап активные исследования, будет много переговоров с иранцами. И первые переговоры, безусловно, мы проводим с нашим президентом, с начальником направления, они давно друг друга знают, и я хочу реагировать на них, а дальше нужно будет приезжать не одной, а
допустим, даже есть какие-то гендерные различия, естественно, допустим, договариваться с мужчиной будет достаточно тяжело, но надо это делать. Поэтому мне, конечно, интересно, как правильно вести переговоры, и, может быть, есть какие-то нюансы, которые следовало бы знать. Я с ними разговаривал. Совершенно современные люди, те ужасы, которые там Конечно, рассказывают. вы же мужчина. Вы же мужчина, поэтому... Гендерные особенности. Вы за собой. Это вы все за собой. Особенности для взаимодействия в бизнесе. Потому что получается ситуация, когда я, допустим, как женщина, должна приехать на переговоры, отстоять позицию компании. Если же могут на это как-то реагировать достаточно болезненно. Потому что они будут чувствовать себя мужчинами. Переговоры. Я там не кроме, что гендерные особенности. Ну, будет переговорить. Вот. Так, а что еще может быть интересно? Особенности обеспечительных обязательных договоров, потому что шариатское право и судьями причем так же, как в английском праве. Но, до права мы не доходим с ними. Когда мы идем до права, это значит, что Пока вы себя держите, Андрей, с ними нельзя до права доходить. Я уже подписывал контракт, и у меня уже все. Подписывать контракт, взаимодействовать по контракту нельзя, говоря юридическим языком. Это значит, ну потому что с ними можно продавать избраться в риск. Не знаю, у нас 8 числу мы подпишем кредитный контракт. То, что касается исполнения, подписать это одна ситуация. Нет, надо филиал. Для этого есть там ряд особенностей юридических, которые необходимо принять в юрисдикции. Поэтому своими руками и ногами мы должны выйти и ставить как следует. Поэтому нам нужно местным помощникам, соответственно. заканчивайте, пожалуйста. Потому что у нас пока не получается, да? Сегодняшнего дня различных формирований госкультурных требований. Планами дают взять все больше, надо делать сообщение. Да. Они же должны свою экономику развивать. Мы приходим со своим менталитетом, команду иранцев или иранцев, там команду наших. То есть формирование госкультурных дебатов, особенности Команда, взаимодействия. да. Общей команды. Особенности взаимодействия, это важно. Хорошо. Пора заканчивать. Коллеги, обратите внимание вот на этот мягкий предмет. Мягкий, это значит безопасный. Когда он прилетит в вашу сторону, не пугайтесь. Это означает, что у вас появилось право голоса. Получив мячик, я вас попрошу очень коротко, стремительно представиться, представить всех, кто за вашим столом. И дальше зачитать вопросы, которые вас объединяют. В общем, что вас связывает с темой сегодняшнего бизнес-клуба? Кто начнет? По очереди просто представьте. Сейчас, коллеги. Если у вас нет мячика, значит нет права говорить. Сервис, и АСЭ. То, что нас интересует, сложности и подводные камни взаимодействия со странами, культурные особенности Ирана и Индии. И, может быть, более конкретно, опыт взаимодействия с пиратским партнером. Так, сложности и подводные камни, культурные особенности Ирана и Индии и опыт взаимодействия с партнером. Давайте поприветствуем коллег. Представьте сначала. У нас здесь Дмитрий, это Роснагатом, это не языка АСЭ, я Вячеслав Дуэл, связан здесь, по крайней мере, специалистов взаимодействия по Ирану, это Облушер-2,
Но что бы мы хотели получить от этого бизнес-клуба, это, наверное, у всех будет одинаково. Это общее сведения о культуре Ирана, Индии и какие есть различия. Ну и стратегии переговоров, учитывая то, что у нас тут взаимодействует по Бушеру 2, это, конечно, в первую очередь Иран. Так, общее сведения о культуре есть и переговоры стратегии есть. Спасибо. Давайте поприветствуем команду. Вячеслав Григорьев понял. Да, меня зовут Вячеслав, я директор по развитию бизнеса компании, где работает сегодняшний свет. Да, и его связывает с Ираном. Очень тесные отношения, я там никогда не был. А с Индией? Тем более. Еще более интересно. Процесс. У нас пресс-центр находится за столом. Коллега из Тенекс. Нас интересуют вопросы о переписке с Индией, о мотивации Индии. В основном у нас здесь за столом Индия. Иран, Индия. Давайте. Так, деловая переписка, общение, Мотивация. новые знания, мотивация индийских. Как замотивировать индийского партнера? Что мотивирует? Что? мотивирует? Хорошо. Корень мотивации. Давайте поприветствуем. Выбирайте, кто будет следующий. Ого. Надежда, вам не повезло. Андрей, представите нас. Ну, у нас уже давно. Давайте. Меня зовут Игорь, я представляю собственные силы компании АСЭ. За столом у нас несколько человек, которые тоже представляют, в частности, собственные силы. У нас несколько вопросов очень практического характера. Мы будем работать в Иране, мы будем работать в Бангладеш, ну, то есть Индия, да, по культурным особенностям. Допустим, первый вопрос – формирование рабочих звеньев. Часть рабочих наша, часть иностранцев. Как они будут взаимодействовать, какие особенности? Первый вопрос. Второй вопрос. У нас в нашей команде присутствуют дамы. Они тоже будут вести взаимодействие. Есть ли особенности гендерные в этих взаимодействиях? Ну, в части Ирана, конечно. У нас чисто практический момент. Индия Дело в там том, что мне мы, кажется, когда меньше. уходим на иностранные рынки, мы всегда получаем от местных инвестиционных подразделений правительства, агентств, ограничения по персоналу. То есть столько-то русских, столько-то не русских. Вопрос, как снять ограничения по персоналу в Иране? Очень интересно. Так, формирование кросс-культурных рабочих звеньев, гендерные различия в Иране и снятие ограничений по найму российского персонала в Иране же. Да? Давайте поприветствуем эту команду. Вот так вот сделайте мячиком. Не туда. Да, мячик должен был вот сюда попасть, по идее. Может, Процесс. Ну, у нас вопрос, который, в принципе, задали, но там говорится, что он насущный, очень интересно. Женщины в переговорах, культуре. Насколько, кстати, знаете, интересно, вот иностранные женщины, которые немножко модифицируют, да, то есть как вот, что это писать, человек делегации, или человек, который был в составе делегации, В Иран или в Индию? в Иран. В Иран. Давайте напишем Иран, чтобы было понятно. Иран. Ну да, там где паранджу, как это называется, хиджаб. Да? Хорошо, давайте поприветствуем команду профессионалов. У нас есть команда знатоков. Возвращайте мячик. Спасибо. Так, значит, общение с экспертами будет происходить посредством онлайн-коммуникации со всеми вытекающими рисками и прочим. Поэтому я вас прошу запастись терпением. Значит, на 18:30 у нас назначена сессия с Мансуром Джовиданом, у нас есть 5 минут. Вячеслав Дриго отвечает за коммуникацию, поэтому если что-то произойдет, я не виноват. Это он. Пока у нас есть 5 минут, я вам предлагаю вот о чем подумать в течение 5 минут. Видите, вот здесь такой плакат нарисован: Иран и Индия. ВС это значит versus, то есть или. Как вам кажется, Иран и Индия это разные страны? А чем они разные? В этническом А с другой стороны, может быть между ними что-то общее? Вот и.
И там встречаются. Вот я вас попрошу сейчас, в течение 2 минут, пока мы Мансура ждем, в течение 2 минут на стикерах, но только более маленьких, вот таких вот, написать одно отличие Индии от Ирана или Ирана от Индии и одно сходство. От каждой команды хотя бы 2 стикера. Отличие, сходство. Ну, желательно 3 стикера, чем Иран от Индии отличается, а Индия от Ирана, и чем они схожи. 2 минуты на это, просто быстро обменяйтесь мнением. Чисто. Мне кажется, текст тоже, но религиозные отличия, да? Религиозно-культурные. Геополитические отношения. И там составляет 50 и даже 100 предыдущих процентов товарооборота. И там то есть там невозможно наращивать, там разница десятки, даже Мы так думаем. Есть Это они прям себя видят, Что? Иран Чаковый. Они никогда не были. Они настолько британцы там до 70, до последней валюты, ну, там, Можно приклеить стикеры на флипчарт. Если готовы стикеры, прям приклеите. мусульман 200 миллионов. Ну, там много, тех. 200 миллионов. есть еще такие общие? общие черты. Я думаю, что здесь общие. Азиаты. Давайте, что куда приклеивается? Все различия. Численность населения. Да, булочки тоже. Этнические. Хорошее взаимоотношение. Давайте. Религия это что? Разные. Разные религии. Иерархия это что? Родственные связи, доверие. Там и за прошлый, позапрошлый, Ну что успели, то успели. Давайте, последний стикер. А мне вот интересно, есть больше? Разница, да? Хорошо. Если еще стикеры появились, давайте сразу. Что написали, что разное? Ну вот много у нас карточек. Да, численность населения.
И сейчас быстро на засыпку Индия сколько? Порядка 1,4. Иран? Не, ну что 1,4? 1,38 в эту, я даже 1,35 в Китае, а Индия вторая. 1,32, да, что-то в этом роде. А в Иране? 70 миллионов. 70 миллионов, да, там 70-80, что-то такое. А численность действительно разная, причем диаметрально разная, на порядок. А религия какая в Индии? Их много. Я бы сказал так, много. А в Иране? Одна. Ну тоже не одна, но 98%. Но в Индии больше. Хорошо. Этническое происхождение. Там персы в основном, а на севере тюркские племена и есть еще... А вот вы знаете, некоторые причисляющиеся к клану экспертов написали, как вот это вот расшифровывается? Это что значит? Это значит, что когда Македонский шел, он зацепил и тех, и других. Все. Племя монголов, хан-бабур, вот эти истории, парсы, которые до сих пор живут в Индии, это те же персы. То есть есть ощущение, что как раз этническое происхождение, то есть древнее, оно вполне возможно схоже. И на самом деле, когда мы будем говорить о культурных различиях, мы увидим, что на самом деле, это, я сейчас забегаю вперед, раскрываю карты, Мансур Джовидан, по идее, вам должен сказать, если я не ошибаюсь, что Индия и Иран в культурный кластер входят один в один. То есть, по идее, там много общего на самом деле. Так, жесткая иерархия, это то, что отметили, письменность разная, понятно. Жесткая иерархия, это что значит? Там и там иерархичная структура, как бы она более такая более иерархическое уважение к власти. Да? А вот если это общее, то что может быть все-таки разнит Индию и Иран? С точки зрения иерархичности и соотношения власти? Какой в Индии? Кастовое. Кастовое, да. В Иране? Нет, ну вряд ли. Хотя я не знаю про Иран много. Семьи, да. Здесь семейное, здесь кастовое, но все-таки разница есть. Хорошие взаимоотношения с РФ. Да. И родственные связи, доверие как основа взаимодействия в обществе. Да, большое внимание доверию, ну, в отличие, например, там, от англосаксских стран или других стран, где, возможно, более конкурентные и более бизнесные отношения. Википедия говорит, что на май 2016 года в Индии 1,3 миллиарда численности. Почему? Я сказал 1,4, 1,3, мне сказали, куда вы так много зажимаете, что 1. А и Китай, насколько я помню, там порядка 1,7, 1,8. Да. Хочется поспорить, да? В цифрах разобраться. Хорошо. Я внесу предложение 1,35. Да. А вы разница, что Википедия говорит? Мы же разницу говорим. Хорошо. Это некий базис, это то, что вы уже знаете. Давайте посмотрим, насколько нашу картину мира обогатят эксперты. Может быть, узнаем что-то новое. А потом обсудим, насколько это отличается от того, что мы уже знаем. 80 миллионов. 80. Значит, мы были очень близки. Спасибо большое. Денис, нужна рука специалиста. Да, они не могут США. Арабские Эмираты еще. У Ирана на первом месте Арабские Эмираты, потом Китай, потом Турция, потом Индия на 4-м. Россия на 13 месте. То есть они в своем регионе работают? В основном, да. Это разные, это Индия. А почему не знаю? Ну, у министерства такая статистика. Вот она подвернулась, они опубликовали. Hello. Yeah. Hello, Mansur. Can you hear me? I can hear you. Can you see me? I can see you. Can you see me? Yeah, we do. So All right. we have here something called Global Professional Business Club. These nice people sitting around the tables are the global professionals. Say hi. Hello, everyone. Yeah, so will you introduce yourself
I've already briefly introduced you, so if you want to give some more details, I will let you do it yourself. Okay? Okay. So, the stage is yours. All right. Thank you very much, Igor. Hello, everyone. Thank you very much for joining me. It's a pleasure to have this conversation with you. I don't know how much Igor has told you, but my background is very much in international management. I work with companies in different parts of the world, and my expertise is in the area of helping companies work with individuals and companies outside of their own countries. And my extent of exposure to Russia is, of course, through the Thunderbird office in Moscow. But I should tell you that my mother was Russian and my father was Iranian, and my name is Arabic, of course. And I learned the first few years that I was in the US that was not a very good combination going through US airport security systems. So my background is very varied. And what I'm going to do today is spend a few minutes sharing some information with you about the country of Iran. And the way that I'm going to do it is I'm going to first make some comments about the economy of the country, and then the politics, and especially the issue of international relations for the Iranian government. And then I'm going to talk about some specific cultural aspects of this country. This is a country that, besides the fact that I was born in Iran, I have written a lot about the culture and history and managerial issues in Iran. So I'm going to share with you some of those ideas. And then after I make my presentation, we will have an open conversation. I'm happy to answer any questions that you might have directly relevant to your specific interest. So let me start by talking about the economy. The Iranian economy is a very underdeveloped economy. It's an economy where the government plays a critical role through its own government-owned agencies, as well as a large number of government-owned corporations. The government of Iran owns the biggest companies in any industry you can think of. Of course, in the nuclear energy, that's very obvious, but the same is true in all of the industries. All the major industries in the US are dominated by three groups: the Iranian government, the Iranian Revolutionary Guards, which is the military arm of the government. This may sound strange to you, but because of the sanctions that have been imposed on the country for several decades, the Iranian private sector has been very limited. So the sources of investment, the agencies and organizations that have the resources to make investment are either the government itself or the Revolutionary Guards, which is the military side. They own, for example, biggest telecommunications corporations, the biggest construction companies, biggest high-tech companies. They're all owned by the Revolutionary Guards. And the reason for that is that they have always received special treatment
from the government, regardless of who is in power. And by the way, the Revolutionary Guards exist in parallel to the regular army and air force and navy of Iran. So this is a country that has two military forces. One is called the Revolutionary Guards, which was created by this regime, and the other one is the normal official military side. The third group that owns a very large portion of the Iranian economy is what is called charity non-profit foundations. These foundations were created initially to support the poor, to help the people who need financial support and other kinds of support. But in practice, they have, because they have had a lot of money, they have invested very largely in the Iranian economy, and they own many parts of the Iranian economy. So these three forces, interest groups, the government, foundations, and the Revolutionary Guards, are the three biggest players in the Iranian economy. Nothing happens, nothing important happens without one of these groups being involved. For example, if you look at the imports, whatever is imported in the country in a big way, it's usually owned by either the foundations or the Revolutionary Guards or the government. Now, in terms of economic performance, the economy has performed very badly for several decades after the revolution. It picked up, the pace of economic growth has picked up under the current administration. 2016 was a very successful year for them. But between 2017 and 2021, the expectation is that the economy will grow at about 5%. The Iranian currency, this is something that would be directly relevant to you. The Iranian currency has been declining drastically against the US dollar. So almost on a daily basis, the currency is attacked because of the sanctions. For example, the currency declined quite a bit after the Trump election. And because of the Trump administration's new policy towards Iran, which is very different from the Obama administration, the Iranian currency has gone down quite a bit since November of 2016. So the currency is always under pressure because of political reasons. There are economic reasons too, but it's mostly driven by political reasons. So that is really the situation and from the economy point of view. Unemployment is somewhere between 10 and 15% every year. The young are the people who have the highest unemployment rate. And the economy of the country, for the economy of the country to start improving, two things have to happen. One, some kind of a resolution with the Trump administration. And two, the issue of the rivalry with Saudi Arabia in the region. The Iranian government and the Saudi government are engaged in a very expensive and very unfortunate political, economic, and military rivalry in the region. The Saudi government is quite concerned about the religious leaders of Iran, who are Shia, trying to build influence in other Arab countries.
And Iran has been successful, the Iranian government has been successful in Iraq, in Syria, in Lebanon, and all of these are cause for concern for the Saudi government. So this rivalry continues, but as a result of this rivalry and the Trump administration's decision to support the Saudi side, the economy of Iran is constantly under pressure because very limited foreign investment, a lot of political risk, so the risk premium is very high for any kind of interaction with Iran. And the general view in many parts of the world that even though this country has a lot of potential, it's just not doing a good job of managing its relations with its neighbors and also with the US. The Iranian government relies very heavily on two governments, government of Russia and government of China, as its two biggest backers. So the isolation that's been created for Iran has resulted in the Iranian regime doing massive economic and political relations with China and with Russia. Because there are common political and economic interests between the two countries. This, of course, would work well in favor of your organization and your plans, because particularly in your industry, there is a great deal of reluctance on the part of any other government to enter in this industry in Iran. So that creates a very positive environment for your company. Now, it doesn't mean that things are going to be easy necessarily for you because of the second subject that I'm going to talk about, and that is politics. The Iranian political system is fragmented. So, to begin with, the constitution of the country after the revolution was written in a way to spread power, to ensure that no individual entity, such as the executive, the president, would have total control. They created a political system that is actually very hard to manage because the system is designed to create conflict among the various stakeholders and various sources of power. So right now, the big battle is between the president, who is, by the way, who has very strong revolutionary credentials. The president, over the past, since the revolution, has held some of the most sensitive, most important positions in the Iranian government. So this is a man that has a lot of credibility in the eyes of Iranian regime, in the eyes of Iranians in general, because of the work that he has done since revolution. However, he also has a more moderate view. And what I mean by the word moderate is that his view is that it is in the interest of the Iranian regime and the Iranian economy and the Iranian people to build relations with the West as well as other countries, including the Arab neighbors. So that's what I mean by the word moderate. It doesn't mean that he's any more democratic or open-minded, all of that. It's just in his view, the Islamic regime will have a better chance of success by building relations with other countries. He is facing opposition from what is typically called the conservative side of the political system.
And what that means is two groups: the judiciary, which is completely ruled by the clergy, and the Revolutionary Guards, who are very concerned about any kind of a relationship with the U.S. And even European countries, etc. So the Revolutionary Guards and the judiciary have have the mindset that for the Islamic regime to succeed, it has to be isolated, it has to protect itself. It is surrounded by enemies, not just in the Arab world, but the Europeans, the Americans. So in their eyes, what the president is trying to do is a betrayal of Islamic principles and the principles of the Islamic regime. So that is the battle that is going on the political scene, and this will continue. Of course, the president was elected by a majority of the people, because to the ordinary Iranian citizen, what is most important, just like any other country, is their livelihood, the economic situation. Do they have a job? Do they have a good life? Iranians are not, in general, big on ideology, but the regime is. So that is the disconnect between the Islamic regime and the large population in Iran, because the majority of the people would prefer what the president is presenting, the idea of normalizing relations with other countries. And the conservatives' view is normalizing means polluting the Islamic revolution, polluting the Islamic society, and destroying the principles of this regime. Now, the nuclear energy sector, all the various interest groups in the political system in Iran agree that the nuclear power industry is very important, should be developed, and should be expanded. They all agree. The conservatives, the moderates, all the various groups. In fact, they view it as a sign of national pride that Iran, as a big country, as a powerful country, should have a big nuclear energy sector. Of course, totally owned by the government. Where the disagreement is how do we get there? How do we achieve our goals? Because of the sanctions, the moderates would argue the cost is too high. We have to be careful not to trigger any bigger reactions. We have to manage this issue, whereas the conservatives' view is forget about all of that, and let's just do what is best, what we believe is best for us. So the goal is in agreement, the means is not. Now, your organization would be obviously the natural partner for the Iranian regime, because of the relationship with the Russian government and because of the history of the relationship between these two countries and particularly in your industry. The Iranian nuclear energy industry actually started by the Shah, the previous regime, in collaboration with Germans. It was after the revolution that because of the U.S. reaction, the relationship with Germany had to stop, and the Russian government stepped in. So
your relationship with the Iranian government goes back to the days of the revolution. Now, that does not mean that your job will be easy. The reason is that any decision-making process in the Iranian government, including on nuclear energy, involves many interest groups. Many powerful groups who have a say and who have a stake in that decision. So there is no simple process for decision-making in the Iranian government. Any major issue has to go through all kinds of internal, behind-the-scene discussions and debates. I'll give you an example. On surface, the nuclear energy sector reports to the president of Iran. The president has oversight over that sector. In practice, it is not the president. It is the leader of the revolution, Ayatollah Khamenei, and his office, who makes all the real decisions. So the ministers, the cabinet, the bureaucrats, they can make suggestions, they will do negotiations with you, but at the end of the day, the final decision will be the result of all kinds of internal, behind-the-scenes negotiations that will take place, and you will probably know very little about it, what exactly is going on, and who is saying what. And that's why the negotiations and decision-making processes will take very long time. So on surface it looks easy, but in practice it is very complicated because there are so many groups and so many individuals involved in the decision-making process. Now, what has been interesting recently is that the Iranian government has recently signed MOUs, Memorandum of Understanding, with Rosneft and Gazprom. These are examples, recent examples, of how the Iranian government is trying to strengthen its relationship with the Putin administration. What you will notice is that Iranian negotiators and government bureaucrats are very interested in signing Memorandum of Understanding, MOUs. They love doing that. And they sign many of those on a regular basis. Their problem is turning the MOU into action. So you may sign an MOU and you may interpret that as, okay, now things are going to happen. But in fact, things may not happen or may take a great deal of time because of what I explained, that there are many interest groups involved. The MOU to them really doesn't mean a whole lot. What is important is the steps that need to be taken after the MOU. So the prevalence of interest groups inside the government and the inefficiency that exists in the bureaucracy. Everything is done very slowly, partly because a typical senior government official may actually have 3 jobs. So let's say a director of such and such office who reports to a deputy minister. That person may actually have 2 other jobs. He may have a private sector job, he may work for another company, he may own some other company that he runs.
So it's very normal for government officials not to be available for making decisions on a regular basis because they're busy doing other things. And if you want to know why that is, it's because people need money. The purchasing power is low, government salaries are low, so, and women in most families do not work. So the husband is the person who is bringing all the income, and the salary from the government position is not sufficient. So they have to do 2 other jobs to make more money and to manage their lives. So that's another example of the inefficiency that exists in the government because people are not there. Government officials, bureaucrats don't dedicate their time to their government job alone. I want to make another comment. Now, I want to move into the subject of the culture of the country. One thing that is so prevalent in the Iranian culture is that Iranians have very long memories. They never forget. And they always think about the past. And their decisions today are influenced by what happened 1,000 years ago, 500 years ago. For example, Iranians have never forgiven Arabs for invading Iran 1,400 years ago. Now, the interesting thing is that that's how Islam was brought into the country. Arabs invaded Iran and introduced the religion of Islam. So Iranians would refer to the Arabic language as the sacred language because it's the language that God chose to speak with the Prophet. At the same time, they don't like Arabs because Arabs invaded Iran. So they never forget that. And I remember that when I was growing up in Iran as a teenager, we were always reminded that Peter the Great always had designs about Iranian territory. And Peter the Great wanted to conquer Iran. So that's what I mean by thinking about the past. Now, whether that is true or not, I don't know. But this is what the point I'm trying to make is history sticks with Iranians. And they always think about the past when they make decisions. And this whole issue of the rivalry between Saudi and Iran, and the issue of Shia version of Islam versus Sunni version of Islam, this all goes back to the history and the fact that Arabs invaded Iran. Now, a few more comments about the Iranian culture, which is really important from your point of view. The Iranian culture is very hierarchical. People in positions of authority are treated with a great deal of respect and deference. So whatever the boss says, nobody challenges them, nobody debates with them. It doesn't mean that they will actually do it. They may find other ways of not doing it. But when the boss gives them the orders, nobody will challenge the boss or disagree with the boss. So power is very important in the Iranian culture. And it's very natural for them to try to be in a power position in any relationship. Related to that is that rules are not very important in Iran. Anything can be done.
if you know the right people, if you have money to spend, because corruption is a very major issue, which is again driven by lack of purchasing power, but also the fact that government agencies are so powerful in the economy and in everything that is going on. So corruption has always been a problem. This in the history of Iran, not just the present regime. The previous regimes have exactly had the same issue of people in positions of power take advantage of it. Another aspect of that is Iranians are very family-oriented. So members of the family should be taken care of. Friends should be taken care of. If you are my friend, I will do anything for you. Which means if I have an investment to make, or as a government official, I have an opportunity, the first thing I think of is my friends and my family members. How can I support them? How can I help them? So rules are not very important because they keep being broken by people in positions of power to support their friends and their own interests and thank you, and the interests of their friends. Now, what does that mean? This is really relevant to what you're trying to do. In the organizations that you will deal with, in the agencies that you will be negotiating with or you will be building relations, you will see a number of things happening. Number one, the real decision maker will not be meeting with you, will not be negotiating with you immediately. They will not tell you that, but the people you are negotiating with are not really the final decision makers. Because the person in power wants somebody else to do all the negotiations, and what has happened many times is foreigners negotiate with Iranian side, they sign agreements, and to their surprise, a month later or 6 weeks later, they receive a completely revised agreement. And the reason for that is that once they sign an agreement with you, now they have to go to their real bosses and get their approval, and they have to negotiate with the bosses. And the bosses usually make changes in the agreements. So that is the process that is going on inside. Now, the other thing is, you meet government officials, and you also may meet people who have no official power or position or title. And you may wonder, well, who are these people? Why are we meeting with them? Well, they are the friends of the government bureaucrats who may have nothing to do with the nuclear energy, but they are trusted. They are trusted friends, or sometimes family members. And these government officials want their friends to be involved, to help them out, to answer some questions, to give them advice. This notion of taking care of family and friends shows up everywhere, in every organization and in every decision-making process. And the point about lack of rules is really something important for you to think about, because it means if it serves their interest, they will break all the rules. They don't care. They will find a way of achieving what they want to achieve. Now, that could be the goal of the organization, or that could be the goal of the individual, or that could be the goal of a small group of colleagues and friends in the organization. The flexibility that exists in the system is quite strong, because they're open to getting things done in any way that will work out. Whether or not it's according to the rules is not always
an issue that they will concern themselves about. So I'm going to stop now, and I'm happy to answer any questions you might have. So thank you very much. It was a really interesting conversation so far. So I'd like to introduce here, we have the privilege to have our own experts on Iran, Alexander Ugrumov. Let me introduce to you Alexander. Would you come forward, please? Okay. Yes. He will ask questions and help you to answer questions, and the participants could ask questions as well to you or to Alexander. Whoever wants to reply, you're welcome. Okay? Sure, Alexander, it's a pleasure meeting you. Okay. Me too. Now we can go with the questions. You can ask them either in English or in Russian. We will translate it, so sure. Okay, we have a couple of questions here on the flip chart, but I think you will, repeat them. Just I've got another question. Okay, sure. Okay, I have a couple of contracts with Iranian partners, but it's just proposed contracts. I didn't sign them still, but the question is very simple. Which currency shall I use to avoid the threat of American sanctions? For example, euro or Chinese yuan maybe. But I know that if in case I will be using the US dollar, I can get my currency arrested at any moment, almost. And the question is very simple. Which currency is the safest, the most safe for settlement? I'm sorry, the audio quality is not very good. The voice broke. Igor, you please summarize the question. Which currency is better to use when signing the contracts with the Iranian party to avoid the sanctions of the US sanctions? Euros or dollars or rubles or other currencies? The Iranians would probably prefer not signing a deal in US dollars because of the pressures from the US and also the pressures on the Iranian banking system. So they will do their best to avoid US dollar. Whether it is euro or Russian ruble, those are really, the question for you is, what do you expect the performance of the Russian ruble? If you believe that Russian ruble will keep its value against the US dollar or against the euro, then you can sign a deal in ruble, and the Iranians would actually be supportive of that. But if you believe that the Russian ruble will go up in value against euro or US dollar, then you may want to sign the deal in euro. But from the Iranians' point of view, not signing a deal in US dollar is preferred. Thank you. Alexander, can you add anything to this? Yes, and in our contract we use euro, of course. Okay. What do you use? Euros. Okay. Other questions either to Mansour or to Alexander? Yes, please. Каким образом можно заработать авторитет? Встречаясь с партнером, то есть мы не встречаемся с людьми, которые принимают решения, как в процессе переговоров заработать авторитет, чтобы получить доступ к людям, которые принимают решения. Okay, so I'll try to translate it. The question is, how can you get respectful to the parties you want to deal with in Iran if you are the outsider? So what's your suggestion on becoming a real trusted advisor, trusted partner status? Yes, that is a very good question. That is a very important question. So two things, keep in mind two things about Iranian culture. One is they are very emotional people.
In everything they do, emotions play a role. In every decision they make, it's not just about the quality of the product, but it's also some emotional aspect to their decision. The second thing, Iranians are very proud people, and they are very proud of their history and of their country. So for you to build trust and to show respect to the Iranians, you need to know something about their history. Learn about the history of this country. Learn about the Shia version of Islam. Because the Shia version of Islam is in fact different in some important ways from the Sunni version of Islam. Two things that you should definitely do. One is make sure you let them know that you know they are not Arabs, that Iranians are not Arabs. This is a mistake that many European companies and Asian companies make. Just because Iran is in the Middle East, it must be an Arab country. It is not. And anyone who makes a comment to an Iranian that you are an Arab will never be able to build trust with them. So that is important. Another thing that's very important is Persian Gulf. The Arab countries of the area of Persian Gulf are now referring to the Persian Gulf as the Arabian Gulf. Now, this is a name, the Persian Gulf is a name that has been there for centuries. But because of the politics, Arabs have changed the name, and the US administration currently is now using Arabian Gulf, which really upsets Iranians. Doesn't matter if they like their own government or not, they hate that more than anything else. So these are very sensitive, important issues for Iranians, to show respect to their history, to their religion, and to them as a powerful country in the region. No problem with the Persian Gulf. We call it this way and no other way. Alexander, can you add anything to the answer? Могу пару сказать. Да. В принципе, я полностью согласен с тем, что действительно надо стать доверенным человеком в разговоре с персидскими коллегами, но, к сожалению, этого недостаточно. Порой недостаточно стать доверенным человеком с кем ты ведешь переговоры, и, к сожалению, это не помогает, скажем так, ускорить принятие того или иного решения, если даже ты доверен человек с тем человеком, который ведет с тобой переговоры. Это первое. Ну и действительно надо стараться всегда держать себя в руках, быть предельно вежливыми, аккуратными в выражениях, и если вдруг эмоции начинают подниматься, то можно смело идти на обед и встречаться там послезавтра. Эмоции у вас или у Нет, у собеседника. Ну, действительно, все совершенно точно и правильно. Okay. Существует способ перейти на следующий уровень? Существует, но надо после ваших переговоров организовывать переговоры на уровне, там, я не знаю, руководства Росатома или правительства. Вот это да. Alexander решение придет. Alexander has added that it's not sometimes enough to become a trusted person if you want to, well, you cannot do anything to make the decision faster, just becoming a trusted person. You have to go upwards to the authorities, to the people who make real decisions. And the second thing, you have to be aware of the emotions of the other party every time you communicate with the other party. Is that correct? Absolutely, Alexander is 100% correct. Remember, the hierarchy is very important, and emotions are very important to Iranians.
Iranians. They are very emotional people. Okay. Other questions? Yes. I have two more questions about building relationships with our partners. First of all, I would like to know how we use some activities, not formal activities, to build such relationships. Other questions about helpful things that can be helpful, for example, some gifts for partners. And is there some taboo? Okay, so the question is how to build informal relationships with the partners, and the second question is about the gifts and the taboos about the gifts which you present to the other parties. Yeah. Okay, so let me start with the gifts. Iranians love to give gifts and to receive gifts. They very much enjoy that. This is part of all of the Middle Eastern cultures. To show that they have been thoughtful about the other person means you always give them a gift. For you, when you meet with Iranian officials, it's always very helpful to give them gifts. Now, appropriate gifts would be something about Russia, something about Moscow or major cities, some symbol of Russia, or even more helpful if you can find gifts that represent something about the history of Iran and Russia. I don't know whether you can find gifts like that, but something that connects the two countries together. That really deals with their emotional side. It really opens their eyes and makes them it's a very pleasant thing for them. It is not about the value. It's not about it's not about buying a big gift, an expensive gift. It's about something that shows you have been thoughtful, that shows you understand the importance of this regime, the importance of this country, the importance of this people, and you have been thoughtful about finding a gift that represents that. So the criteria should be what kind of a gift can you give them that tells them either something about Russia or something about the connection between Russia and Iran. For example, Russia and Iran have long histories, the Silk Road, all the trade history between Iran and Russia. It is a potential topic that would be of great interest to them. Now, the other questions you asked, Igor, can you repeat the second part? I have a very specific answer. What are the hints to build the informal relationships during the negotiation process or communication? You have the best opportunity right now. It's a God-given gift to you, and it's called the World Cup. The World Cup in 2018 will be in your country. Iranians are crazy about soccer. You can talk about soccer with them for days and weeks, here are a number of things that you can do that would really surprise them in a very pleasant way.
Number one, learn about the Iranian soccer team. Iran was the second country to qualify for the World Cup after Brazil. So that is a big sign of pride and emotion for the Iranians. So learn about the Iranian soccer team. Learn about their history of the Iranian soccer team. They have a very successful Portuguese coach who has done a great job. Learn about how they qualified, what teams they played, and how successful they were. Learn about what is going on in the World Cup, the exact dates. The World Cup draw is tomorrow. I don't know if you know this. I happen to be a big soccer fan myself. The World Cup draw is tomorrow. So you will know tomorrow which countries are playing which countries. Learn something about the countries that will be playing against Iran and share information about them in your conversations with the Iranians. They will be so amazed that you have taken the time and you are showing so much interest in their team. They know about the Russian team. So share something about your own national team and how good are they, and how have they performed. Of course, Russia did not have to go through qualifying rounds because you are the host, but you have had friendly games. Your country has had friendly games with many other countries. So my point is, soccer brings everybody together. The World Cup being in Russia is just a magnificent opportunity. Talk about how your country is organizing these games, what is going to happen in June of 2018. They would love to engage in those kinds of conversations. Okay. Mansur, the last thing is, there was a part of the question concerning the taboos. Yes. Okay, so here are some specific taboos. Politics. The Iranian politics is a very contentious and difficult topic. Don't get into it. Because in a group of people who you will meet, you don't know which interest group they represent. They may come from different interest groups, and they may be among themselves, they may be political rivals because they represent different political factions. So don't get into that. And anytime the subject of politics comes up, the best response is, as a Russian organization, our job is to be respectful to the Iranian government and whatever it is that the wishes of the Iranian government are. That's all. Stay at very broad level. Do not engage in conversations. The issue of Arabs and Israel. If you want to talk about the region, the safe bet is to talk about how the history of the region has been, the Iran being the powerful country in the region, and all of that. Don't get into the details, because that's a minefield. You don't know enough about what's going on in the region and who thinks what. Israel is a major no-no. Any kind of conversation, they may actually engage you, try to engage you in conversations about Israel as an occupying power, Israel as a country that is killing other people. Their view of the government of Israel is a terrorist government. There is no point for you to get into that kind of conversation with them, because they immediately get very emotional about these things, and doesn't serve your purpose. So find a diplomatic way of moving the subject to something else.
So those are the taboos. The one thing that they would love to hear, if you are willing to talk about it, is you as Russians, you understand the Iranian view of the US government. And because the Iranian view of the US government is, here's a superpower that wants to dominate everybody and wants to teach everybody what to do and wants to interfere in everybody's internal affairs. You don't need to agree or disagree, but one thing that would be pleasant to them is for you as a neighbor to say that we understand the complexities of the relations that the Iranian regime has with the West, the US, etc. That would, emotionally, that would sound supportive to them. Thank you, Mansour. Well, I would suggest you to choose between two other questions. We have 1 minute left, so there are two questions which were asked beforehand, and I will give them to you, and you will choose which one to answer quickly. So the first is, what is the role of the woman in the communication process? Meaning the Western woman, the gender sensitiveness, the issues we have to be aware of during the negotiations with the Western women in Iranian cases. And the other question is how to avoid restrictions on hiring Russian personnel in Iran. Which one you choose to answer? Okay, well, I'm going to quickly answer the issue of women, and if the audience is interested, I don't mind answering the second question. On the role of women, in the industry that you are involved, you will, there is not a large number of women in that organization in Iran. The important point for you to keep in mind is that the Islamic view of women is that they have to be modest in every aspect of social relations. They have to be extremely conservative, even in conversations with a man who is not a family member. So the best suggestion I have for you, when you if you meet women officials in the Iranian government, is first of all, do not extend your hand to shake their hands. Wait for them. Some women may extend their hands to shake hands with you, but in all likelihood, none of them would, because they are government officials. And in the government, there's very strict rules about that. But if you extend your hand, you make them feel uncomfortable. So do not extend your hand. Keep a distance from them. Don't get too close to them. And be very, very conservative and task-oriented in your conversations. Don't talk small talk. Don't talk the kinds of things that you would with men in meetings, because women would feel very uncomfortable doing that. So that's how you would deal with them. If in fact you meet women government officials, treat them with respect and with a conservative face and body language. Okay, the Western women taking part in negotiations, how do they behave? Russian women with the Iranian men or women. Again, Russian women should be dressed modestly. Best option is no makeup when you're meeting with government officials. And make sure that you are fully covered, not face, but you know that there is a particular
dress code for dealing with Iranian government officials, because there's a difference. When you're dealing with government officials, you have to be very conservative. Outside of that, there's all kinds of other ways to do it. But in official meetings and even unofficial meetings with government officials, make sure you are properly dressed, for Russian women to be respectful, distant. Don't engage in small talk. Be focused on task. That is what they're used to. Okay. We don't have time for the second questions, but it was a real pleasure for us and honor to have you as a guest speaker. So thank you very much. You have your round of applause here. Thank you. Bye-bye. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Давайте Александра тоже поблагодарим. И с Юрием. Вот он. Так, Александр, проверяем связь. Меня отсюда слышно? Слышно. А меня отсюда видно? Видно. Да. Александр, здесь у нас группа уважаемых людей, которые являются бросатами, представителями сообщества под названием Global Professional. А то мероприятие, в котором они сейчас участвуют, вместе с вами называется Бизнес, клуб. То есть это клуб, где вот эти самые международные профессионалы имеют возможность задать профессионалам вроде вас с опытом вопросы, которые их интересуют, чтобы стать еще большими профессионалами. И в данном случае угадайте экспертом, по какой части вы являетесь. Altså, еще раз. Экспертом в какой области международных отношений вы являетесь? Угадайте. Ну, я, в общем-то, не эксперт в международных отношениях. Я эксперт в строении сложных систем и в бизнесе. У меня много опыта работы в Индии. Вот, спасибо большое. Я, на самом деле, имел смелость немножко вас представить как человека, близкого к космической отрасли. Не знаю, насколько я прав был, назвав вас инженером и человеком, отработавшим много лет с НАСА. Да. Вместе с вами я приглашаю поучаствовать в этом разговоре Юрия Нечитайлова. Да, вот он. Видно его, нет? Его не видно. Может, сюда, да, можно. Он поможет как задавать вопросы, так и, возможно, отвечать на них в процессе дискуссии. Александр, у вас от 30 до 40 минут на, собственно, презентацию того, о чем вы хотели рассказать по поводу своего опыта с Индией, и потом минут 20 на вопросы от аудитории. Отлично. Поехали. Когда время начнет истекать, пожалуйста. Я покажу 5 минут и 1 минуту. Да. Отлично. Я бы хотел начать с вопроса вам, господа. Когда меня пригласили с вами побеседовать по поводу Индии, я начал думать о том, насколько Индия похожа на Россию и с чем можно сравнить. Ну, естественно, я с Россией начал с ключем умом Россию понять просто или нельзя. И почему? И что конкретно понять? Если вы могли минутку подумать про себя и, может быть, поделиться с вашими коллегами вокруг ваших столов. Вот если бы вопрос был не о Индии, а о России, что конкретно трудно понять? И если бы вы хотели кому-то что-то объяснить, с чего бы начали? Нам все понятно. Что не изменились, да. Аршин, в общем. Вы хотите услышать это, Александр? Я бы очень хотел.
Тогда давайте. Да, давайте. Мы не готовы. Дороги и дураки, русская душа. Загадочная. Загадочная, да. Мы хотим все и сразу, мы не любим ждать. Ну, русское гостеприимство. Русское гостеприимство, вот говорят. А вы считаете, вот Тютчев, например, считал, насколько я знаю, хотя Тютчева, естественно, я лично не знал, но он считал, что Германию и Великобританию понять можно, а Россию нельзя. Потому что Россия не очень любит инструкции. Нет, мы принимаем решение душой, да, не умом. Душой, а не умом принимаем решение, вот говорят. Ну вот я живу в Испании сейчас. Испания тоже далека от Германии и от Великобритании. И неизвестно, чем они думают. То есть неизвестно, чем они принимают решения. Но все-таки что-то предсказать можно. Интересно, что испанцы не гордятся тем, что они не похожи на Германию или Великобританию. В России люди гордятся, что умом понять их нет. Да. Гордятся. Ну вот те, кто говорят, что да. Те, кто не хотят этого говорить, просто молчат. Нет, мне кажется, в России, даже если мы не гордимся, мы у себя, между собой, на кухне это готовы обсуждать. Но если, не дай бог, иностранец подумает, как это не гордимся, то, в общем, он будет... Неправ. Ему будут неправы. Это мягко сказать, да? Ему объяснять, что он не прав. Да, у нас получится. Вот эта черта, именно это с точки зрения способности к самокритике и абсолютного нетерпения к критике извне и к критике от иностранцев, очень похожа между Россией и Индией. В Индии бардак полный. И люди, естественно, внутри этот бардак не секут. Но иностранцам прокомментировать, что там жить трудно и сделать что-нибудь конструктивное, очень проблематично, это сложно. Дело в том, что с точки зрения социологии, я не социолог, но я любитель. Когда Тютчев писал про Россию, то подход к социологии был, он назывался позитивизм, что это развивалось как наука, как другие науки. И задача в науке объяснить и предсказать. Где-то через 50 лет после Тютчева жил Макс Вебер, который предложил альтернативный метод изучения социальных наук. Называется антипозитивизм, где вместо того, чтобы понять, объяснить, предсказать, требование предсказать ослабилось. И требуется только понять. И, может быть, немножко объяснить. Когда я думаю о том, какие есть у нас налоги, то вот, например, я не хочу неловкое положение, но если часть аудитории жената или замужем, вот вашего супругу или супругу, вы считаете, можно ему понять? Опять же, вопрос о том, требуется предсказать или не предсказать. Если предсказать поведение, практически невозможно. А если человека любишь, то понять можно. И зависит от того, на какой стадии отношений. Если только что познакомился, кажется, что совершенно такой же человек, как я. Мы абсолютно имеем одинаковое мировоззрение. Мы разговариваем одним языком. Потом отношения начинают быть более зрелыми. Ты понимаешь, что хотя язык общий, скажем, русский, то взаимопонимание абсолютно не входит. Те же самые слова имеют совершенно другие значения. То, что человек имеет в виду, совершенно не имеет отношения к тому, что он сказал. И со временем это опять переходит в взаимопонимание. Но предсказуемость, в общем-то, гарантировать очень сложно.
Значит, когда я думал о том, что мне казалось вам было полезно, я думаю, что начинать нужно с того, как выстраиваются деловые отношения, чтобы была возможность вместе работать с искусством. Я написал, что требует, допустим, 10 компонентов. С обоих сторон. Они должны как вас представлять по этим компонентам, и вы им. Они не обязательно в порядке важности, но в первую очередь, я думаю, все-таки требуется, чтобы было чувство, что у людей есть. Что? Александр, повторите последнюю фразу, у нас звук пропадает периодически. Что мне кажется, что для того, чтобы совместно работать, люди должны чувствовать, что они компетентны. С одной стороны. Они должны быть достоверны. Они должны быть надежны. Требуется для того, чтобы было доверие, чтобы была какая-то эмоциональная близость, чтобы друг другу общего нравилось. Требуется взаимопонимание. Требуются навыки слушания. Требуются навыки отстаивания с точки зрения. Требуется способность расспрашивать. Требуется способность влияния. И к ведению переговоров. Это азы деловых отношений. Значит, я хочу немножко прокомментировать с точки зрения технических особенностей по поводу этих 10 навыков. И потом поговорить о контексте, который требуется для того, чтобы эти навыки как-то оценить. И контекст имеет компоненты как культура, структура, какие у них системы, какое у них руководство, какие люди, какое мастерство исполнения. И я постараюсь дать какие-то красочные примеры того, какой у меня там был опыт, и как это контекст влияет на 10 навыков. И потом хочу к заключению дать какие-то рекомендации и рекомендации по дальнейшего развития, если вас эта тема интересует. Значит, компетентность. Я работаю во всем мире, больше 40 стран, где я работаю, и консультировал и преподавал. У людей разный уровень компетентности и разное понятие, что значит компетентность. Когда я работаю в России, то у меня ожидание, что люди технически компетентны, и у них есть технический подход. Они понимают, что есть системы, и есть последствия каких-то действий, и если прилагается сила в каком-то направлении в одной стране, то потом что-то от этого получится. Такой компетентности в Индии нет. Нет культуры компетентности. Люди очень много пытаются улучшить свое положение. Они могут с утра до ночи заниматься. Они могли в 3 классе ложиться спать в 4 утра, просыпаться в 6, до 4 утра они сидели решали задачи, и в 6 они опять начинают решать какие-то другие задачи по другому предмету. Но все их усилия направлены на решение, которое соответствует в конце задачи. Никаких оригинальных задач и никаких задач, так сказать, горизонтальной интеграции, где вовлечены разные дисциплины, нет. Значит, что получается? Люди узнали, что если они пойдут в компьютеризацию, в IT, то в IT хоть кусок хлеба не пропадешь. Они выучили, как программировать, учили какие-то дипломы по программированию, и вот теперь ищут работу программиста. Я работаю с фирмой, которая выпускает
телекоммуникационные коммутаторы. Их нужно программировать. В Индии на каждого американского программиста эквивалент нужно нанять 4 индусов, чтобы была охотная продуктивность. Но ни один из этих 4 программистов не понимает, что такое коммутатор. Что такое что? Коммутатор. Телекоммуникационный узел. Нет, просто звук у нас пропадает, поэтому мы будем переспрашивать иногда. Да, конечно. Поскольку они не понимают, что такое коммутатор, как они собираются его программировать, я не знаю. Значит, кто-то для них разбивает задачу, и поэтому запрограммирует этот кусок. Его интересует только этот кусок, больше его ничего не интересует. И если ему кто-то дает предложение перейти на такую работу, где годовалый наклад будет на $20 больше, он уйдет. Его опять же не волнует, что там он будет программировать не коммутаторы, а помпы для искусственного сердца. Но он физиологию ничего не понимает, физиология его не интересует. Я часто сталкиваюсь с таким примером, поскольку вы, я думаю, что во всяком случае большинство ваших коллег атомщики, я когда в детстве работал на ядерной станции, я был ответственен за то, что приготовлять химию эксперимент. Это был университетский реактор. И я помню, что тогда, это уже было давно, и сейчас, ядерные станции очень плотно интегрируются с информационными системами. С какими системами? Информационными. Но просить компьютерщиков разрабатывать ядерные станции опасно. Это не тот предмет. Требуется грамотность и знание компьютеров, знание информационных систем. Это все очень важно. Но ядерная станция с компьютерными системами – это не отрасль компьютерных наук. И в Индии они таких вещей не понимают. Опять же, там больше миллиона населения, поэтому можно повлиять несколько миллионов исключительно талантливых людей. Но вероятно, что вы будете с ними работать, такая. Достоверность тоже довольно-таки сложный вопрос в Индии. Такое большое количество вузов, такое большое количество разных дипломов, разных сертификатов, разных структур аттестации, и все ходят и очень гордятся своими деловыми карточками, и вам всегда их представят, даже если вы просто познакомились в автобусе, то очень трудно определить, кто действительно компетентен, кто нет, но это можно по работе, а кто достоверен или нет, вообще сложно. Надежность страдает. Надежность страдает чисто потому, что культура любит говорить «нет». Если вы спросите, вот, у вас есть бутерброд с чем-то? Есть. Хотя у них этого бутерброда нет. Но им сказать, что у них его нет, им неудобно. Они думают, что вы расстроитесь, а вас расстраивать не хочется. Поэтому они вам скажут то, что они думают, вы хотите услышать. То, что будет какая-то последствия, это их не так волнует. Вот сейчас нужно сделать так, чтобы вам было приятно. Поэтому надежность людей, надежность обещаний каких-то систем вопрос сложный. А близость с ними выработать легко, потому что табу вопросов практически не существует. Люди очень любопытные, и у вас будут спрашивать обо всем с вашей стороны. С вашей стороны должна быть любопытность, чтобы спросить о них тоже. У них обязательно есть семья, у них есть
важные отношения с семьей. У них есть вопросы о том, как они хотят улучшить свою жизнь, вам сказать о том, что они собираются жениться или выходить замуж, или они пытаются детей женить или выдать замуж. Это часть того, о чем люди говорят. И это часть того, что вам покажется, что у вас есть близость, потому что вы и они с вами поделились очень личными делами. Но в действительности близость важна, когда она эксклюзивная. Вот у вас лучше, он лучше, потому что он о вас знает то, что больше никто не знает. Это дает вам близость. А просто открытость близость не дает. Индусы достаточно открыты, чтобы выработать близость, требуется время. Взаимопонимание. Иногда взаимопонимание нарушается. Взаимопонимание очень намного зависит от того, насколько мы интерпретируем язык тела, интонации, и насколько это мы понимаем, чувствуем, что он похож на наш. Если вы говорите руками, и человек, с которым вы разговариваете, тоже говорит руками, то этот человек вам будет казаться ближе, что с ним у вас есть взаимопонимание. А если вы говорите спокойно руками и отводя, то этот человек будет казаться нехишивым. Телесные движения у индусов и похожи на наши. Например, движение головой такое, это может быть так же да, как и нет. И это может быть, что нет, это может быть, что да, но не гарантированно будет так систематично. Поэтому вам будут идти сигналы с разных сторон, и будет казаться, что взаимопонимание есть, а его может не быть или наоборот. Индусы выслушивают исключительно плохо. Это не культура, которая выслушивает, это культура, которая делится точкой зрения. Хотя, если существует иерархия, то человек, который ниже по статусу, свою точку зрения не будет высказываться. И никогда не будет отстаивать, если случайно. Но вот попытности выслушать нет. Задать вопросы есть. Но, в общем-то, их ответы не так интересуют. Также нам расспрашивают. Вот они какие-то банальные вопросы будут задавать. Вопросы о семье, вопросы о вашей зарплате, что ели на завтрак, как высказаться. Но серьезный вопрос, который требуется, чтобы понять, что вам нужно для вашего успеха, для успеха по бизнесу, что требуется, чтобы у вас местный успех, вот это расспрашивание и анализ найти трудно. И занимает много времени установить отношения, где это возможно. Влияние, если западные культуры больше рассчитывают на психологические типажи и по личным типажам, они подвергаются влиянию. Некоторые любят влияние от легитимной власти, некоторые не любят, и большинство не любят. По индийской культуре влияние легитимной власти очень имеет место. Люди боятся идти против того, что они считают, может быть, легитимная точка зрения. С точки зрения переговоров, индусы не на широкую руку. Они будут считать копейки. И будет присутствовать много людей, очень трудно определить, кто решает, что решает. И люди, которые будут вынуждать вас влезать в эти переговоры,
они будут волноваться совершенно о копейке. И очень редко кто-нибудь придет и скажет: ребята, вообще это все не важно, давайте в целом согласимся и там разберемся. Такого нет. Значит, эти, которые я сейчас описал, нужно рассматривать со сложнениями, когда имеешь дело с индустрией. Опять же, в контексте. Контекст, в первую очередь, правильный. А мы привыкли думать, что Индия одна, так же, как мы привыкли думать, что Китай одно Индии нет. Это разные культуры, это разные языки, это разные, не совсем расовые принадлежности, но тем не менее они с друг от друга отличаются. Южные индусы темнее, северные индусы светлее. Для индусов оттенок кожи исключительно важен. В газете нужно посмотреть объявление, которые будут таблицы приданого, которые должны заплатить родители невесты, жениху. И размер приданного идет по таблице. Часть кастовая принадлежность, цвет кожи, оттенок цвета кожи, дипломы, если у него есть американский паспорт или нет, и ко всему есть ценник. Поэтому они сами чувствуют, что они развиваются по разным культурам и территориальным границам. 26 языков. Языки не похожи. Какие-то похожи, но это скорее схожесть не русского с украинским, а русского с татарским, где, в общем-то, особой схожести нет. Поэтому извне кажется, что Индия, но изнутри это разные Индии. Пример. Я был один из основоположников индийской школы бизнеса, которую мы построили 17-16 лет назад. Строили те же люди, которые потом строили сколько бизнес-школу. Я там с первых профессоров. В переговорах я не участвовал, но я меня пригласили люди сразу после того, как переговоры закончились. Переговоры вел, когда директор, начальник McKinsey консультационной фирмы, он был самый высокий начальник фирмы, и сначала школа должна была быть построена в Махараштре. Это штат, самый большой город Мумбаи. Значит, переговоры ведутся с эквивалентом губернатора, первый министр. Обсуждается, где можно строить, откуда пойдет электричество, будет вода, очень важная вещь. Можно найти красивую гору, где электричество не будет, поэтому она вам будет не нужна. Нужно договориться, кто будет финансировать что, каких работников придется нанимать, их мы сможем нанимать. В разных штатах разные порядки. Значит, например, в Махараштре очень большой процент населения они образованы. А в Керале, которая 2 штата ниже Махараштра, Махараштра, потом Гоа, потом Керала, там люди, каролинцы были, каролинцы были коммунисты уже 60 лет, они все имеют власть, и все ключевые позиции Махараштра заняты людьми. Значит, для того, чтобы разрешать, давать возможность своим развиваться, есть процент, который нужно отдать людям из Махараштра. Ну, хорошо, значит, 20% работников должны попасть в из Махараштра. И к концу разговора первый министр говорит, что, ну и, конечно, что это вообще дело прошло.
потребуется еще дополнительный бюджет, который, понятно, они не двигаются. Маккензи сказал спасибо большое, а, к сожалению, не сможет продолжать нашу беседу. В этот же день министр соседнего штата, Андхра-Прадеш, услышал, что было собеседование, как оно прошло. Позвонил в Маккензи, сказал: слушайте, ребята, приезжайте, у нас не будет никаких распилов, никаких взяток, никаких домогательств. Я вам дам землю, я вам дам воду, дам вам электричество, приезжайте к нам. И университет переехал в этот штат только потому, что нас пригласили бесплатно. Как пригласили последнюю фразу? Чтобы не было головной боли. Значит, почему они пригласили? Потому что до первого министра вокруг земли, которую он дал университету, было много своих земель лично. А как только приехал в университет, потребовалась дорога от аэропорта в эту местность. Туда же переехал через дорогу Microsoft, потом рядом переехал General, потом переехал туда Бизнес, и вокруг этого организовался техногородок. Земля подскочила во много десятков раз. И с одной стороны, всем хорошо, конечно, люди наворовали, но они не все наворовали. Поэтому и развитие произошло, и бюрократию понизили. Я хочу дать еще более-менее пару примеров, чтобы более понятно. Как-то я с женой ехал в поезде из точки А в точку Б в Индии, и в нашем купе сидел генерал со своей женой, индийский генерал. И индийский генерал следовал заказами танков. И у него был выбор: американские танки и русские. Он говорит, что, естественно, американские танки были, конечно, дороже, что, несомненно, более совершенны. Но мы покупаем русские танки. Мы покупаем русские танки, потому что вы представите себе, как наши индусские танкисты залезают в танк с чашечкой чая и с лепешками. Эти лепешки крошатся, и части чая вбивают, то все совершенство американских танков не удержит. Надо понимать, что уровень людей, которые будут использовать каких-то систем, люди, которые решают, это совершенно разные люди. И люди, которые на каждый день что-то используют, могут быть исключительно примитивны. Заходишь в самый крутой госпиталь, все дезинфицировано, белый кафель, последнее западное оборудование и требования. Пожалуйста, снимайте ботинки, чтобы было все чисто. Ну хорошо, снимай ботинки, теперь ходишь босиком в этом госпитале. Но примерно треть, они вообще босиком, поэтому нечего снимать. Поэтому они будут чистыми ногами вас по госпиталю, а грязными ногами, которые они только что ходили по улице. И вот такие несовместимости очень часто бывают. Я хочу быстрее дать вам, что я рекомендую. В первую очередь, я считаю, что нужно найти и построить доверительные отношения с партнером и переводчиком. Также, если вы хотите познакомиться с переводчиком. Переводчик. Это эквивалент, если вам кто-то нравится, познакомиться с ее подругой или просто иметь близкого друга, который понимает противоположный пол, который может перевести, что значит да, что значит нет, что значит, если не сразу перезвонили, что значит, если тебе прислали цветы, это может ничего не значить. Может значит много чего. Без партнера не разобраться. Очень важно влюбиться в культуру. То есть влюбление в культуру очень трудно поддерживать гибкость терпения. А гибкость необходима и терпение необходимо. Если оно идет через раздражение, то очень трудно продолжать развивать доверительные отношения.
нужно иметь полную готовность к волатильности, неопределенности и двусмысленности. Эти две вещи необходимы подготовить. Для следующего развития, я рекомендую тех, которые думают о том, чтобы вести работу в Индии, взять индийские сказки, индийские мифы, типа Махабхараты, Рамаяны, Упанишад, найдите их детей. Читать Махабхарату сложно. Если вы найдете для детей и будете читать, то это легче. То, что вам нужно, вы из этого извлечете. Это даст вам возможность иметь какую-то связь с культурой, давать примеры, давать мне чувство, что вы их понимаете. Полезно читать местные газеты. Газеты нужно читать в течение нескольких месяцев, чтобы понимать, какие данные тут, кто важен, и футбольные команды, и не футбольная команда, а лапу. Такого рода погружение в меня. Ну вот и все. Внезапно остановились. Александр, спасибо большое. Юрий, можно вас пригласить на сцену? Давай так. У нас где-то 15 минут есть, максимум 20, на вопросы-ответы. Соответственно, вопросы аудитория может задавать как вам, Александр, так и Юрию. Юрий может задавать вам вопросы. Ну, давай такую дискуссию устроим. Прошу. Кто готов? Какова, скажем так, роль женщины в переговорах, если она руководитель, да? Может ли себя проявлять какие-то лидерские качества, захватывать власть, и вот подобного рода пути? Как должна проявлять себя женщина в переговорах с индусами? Может ли она захватывать власть, вести себя, скажем так, активно? Да. Вот как женщину воспринимают в переговорах? Значит, во-первых, белая женщина может себе позволить намного больше, чем белая. Потому что, опять же, чем светлее, тем лучше. Не загорайте. Не загорайте. То есть я даю пример. Как белый профессор, мой статус был чуть ниже богов, но не намного ниже. Белый может, женщина тоже может. Единственное, где есть немножко щепетильный вопрос, это насколько возможен прикосновение. Значит, 60 лет назад вопросы касты были решены, и все закрылось. Но это закрылось только официально. Неофициально касты существуют. И люди очень редко женятся, например, вне касты. Надо понимать, что было раньше. Если женщина из касты брамин, это высший класс образованных людей, идет по улице, те, которые неприкасаемые, которые занимаются очисткой туалета, не имели права на нее смотреть, потому что взгляд пачкает. Значит, теперь все равны. Но если вы начинаете с культуры, и человек раньше не мог смотреть на какую-то женщину, на белую женщину, грязные, темные, не могли смотреть. А теперь все равны, то у людей бывает конфуз. Что требуется? Во-первых, наиболее консервативная одежда. И друг друга не трогать. Можно мужчине протянуть руку, но мужчина вам не протянет, потому что он не знает, можно затронуться или нет. Но в принципе, поскольку у них премьер-министр Индира Ганди было много лет, давно, то это не та культура, которая не может понять, что такое женщина. Они не могут женщину понять, что занимают посты очень ответственные, и в переговорах можно быть совершенно кто.
Спасибо. Еще вопрос. Что нужно делать, чтобы поддерживать в себе постоянный интерес со стороны индусов, и что нельзя делать, чтобы случайно потерять интерес к своей персоне со стороны индусов? Так, что делать и поддерживать интерес и не потерять? Как делать к чему? Интерес к себе. Что делать, чтобы поддерживать интерес к себе и чтобы его не потерять? Приз за лучший вопрос. Я думаю, что это достаточно универсально. Значит, более советский или даже русский подход, что, например, важные люди улыбаются, а в Индии это не поймут. Улыбаются, кто хочет улыбаться. Но я думаю, здесь есть рециприкация, что если у вас есть интерес к другим, то у них будет интерес к вам. Вы достаточно загадочные, вы другой расы, вы из другого мира, и у людей интерес будет. Но нужно с уважением относиться к ним, вырабатывать их интерес. Значит, мой личный пример, то, что я развивал, и что я считаю достаточно полезным, это знание их культуры, их мифологии и языка. Давать пример в России на русскую историю легче, чем рассказывать, как работают японцы и как их менеджмент работает. Потому что для русских это не актуально. С индусами то же самое. Если пример из их религиозных каких-нибудь книг, то этот пример у них оседает намного лучше. Например, индусы достаточно трусливые и ленивые. У них религиозная основа достаточно жесткая. Если у христианства учение повернуть другую щеку, подставить другую щеку, то у индусов, если у вас тело правое, то у вас есть обязанность двигаться. И если кто-то стоит на пути к вашей цели, даже если он вам дорог, у вас обязанность его убить. Совершенно отличается от того, как они себя ведут. Если вам нужно их сдвинуть с точки, которая не полезна никому, то напомнить, что их религиозный текст требует от них обязанности к действию, даже к жесткому действию, даже к убийству любимого, к убийству семьи, члена семьи. Когда это идет от иностранца, у них поднимается интерес. А почему это так? Знаете? И почему вы так можете отцепить? Спасибо. Еще? Какая мотивация у индусов во взаимодействии с иностранцами, в общем? Мотивация. Деловая. Какая у них мотивация? Какая деловая мотивация внутренняя у индусов присутствует? Культурная. У них присутствует, но эта культура очень любит общаться. И у касты деловых это часть их жизни. Опять же, это может быть расизм, может быть это неправильно, но когда ты живешь в Индии, ты понимаешь, что люди, которые немножко поглубже и безднее, чаще всего управляют из касты военных. Те, которые тебя продать, с касты торговцев. И торговцы из своего нутра, из культуры ведут себя как торговцы, поэтому они с вами будут говорить по поводу каких-нибудь торгов. Это часть того, кто они.
Если человек из браманов, то он не так будет с таким удовольствием обсуждать с вами переговоры по поводу бизнеса. Это не то, что ему нужно, это ему обязательно. Может быть, ему необходимо это будет делать добросовестно и хорошо. Но все будут себя одинаково вести. Так же, как не все касты будут обсчитывать, обживать. Есть касты, которые идут. И не все, которые будут досконально честны, что бы ни произошло, потому что это часть их самовидения. Спасибо. Можно еще вопрос? Давайте. Как корректно поинтересоваться или можно напрямую насчет принадлежности каст конкретных людей? Понять не стоит. Ну, да. А как понять? Как понять, к какой касте относится собеседник? Можно ли напрямую его об этом спросить? Вопрос касты лучше напрямую сразу не спрашивать, когда он познакомился, а из какой касты. Может, вообще нельзя спрашивать. Ну, вообще можно спрашивать или нет? Вообще можно. Если вы человека немножко знаете. Обычно вопрос, какому обществу он принадлежит. What community do you belong to? Это часто человек спрашивает, какой вы деревне принадлежите, это понятие, что вы принадлежите к деревне. И к какому обществу, вот community. С точки зрения, можно ли опознать, можно опознать. То есть, например, легче всего опознать сикхов. Сикхи носят чурбаны, у них железное кольцо на руке, у них небритая борода, не стриженная, и все это замотано, и у них обычно будет с собой кинжал, который они обязаны носить. Чем они отличаются? Они были выведены как раса для борьбы с исламом, с мусульманством. Это люди военные, которые каждый на себя рассчитывает. Вы никогда не увидите сикха, который, например, просит милостыню. Не бывает такого. Все работают. Значит, это сразу видно. По аналогии с Россией, какое-то время требуется определить, кто просто очкарик, а кто очкарик интеллигент. Но со временем вы можете сразу распознать. И если человек с фиксой, то тоже можете понять, что, наверное, он из другого общества. Но просто в Индии этих ящичков исключительно большое количество. Поэтому нужно долго жить, и они друг друга распознают сразу. В крайнем случае они распознают друг друга по фамилии, они распознают друг друга по тому, как люди едят. Например, люди из юга Индии, где большинство людей вегетарианцы, браманы, высшая каста, они очень чутко и четко едят пищу с соусом. Значит, едят все правой рукой. Левая рука грязная, ей не едят. Значит, правой рукой ты берешь немножко рис, ты бросаешь этот рис в какую-нибудь кашицу с соусом, начинаешь его перемешивать. И потом этот соус, представьте себе, допустим, перловую кашу, перловый суп. Перловый суп, там грибы, мясо. И вот этот перловый суп не очень горячий, чтобы можно было рукой его подать. Его нужно рукой, без ложки, схватить и засунуть себе в рот. Значит, вопрос в том, как далеко по локтю течет этот суп. И вот люди из высшей касты, особенно женщины, могут это дело схватить и засунуть себе в рот, не загрязнив локоть. А те, которые не из этой касты, не могут. Вот почему они не могут научиться и себя представить так, я не знаю, но не могут.
техника. Я несколько лет учился правильно кушать, и, естественно, они понимают, что я не место. Спасибо. Сколько лет вы прожили в Индии, Александр? Я в Индии прожил 4 года постоянного жительства. И там уже 17-17 лет я там плотно общаюсь. У меня еще как раз ЧП по этому поводу. У меня позавчера закончилась виза, которая у меня была на 10 лет. И, естественно, когда виза на 10 лет, на нее смотришь редко. И она позавчера закончилась, и мне нужно в Индию в начале января ехать. И у меня расписание по разъездам такое, что я не могу отдать свой паспорт на 2 недели, чтобы мне дали визу. А паспорт занимает в посольстве в Вашингтоне, в индийском, 5 дней. Но поскольку я резидент Калифорнии, то мне нужно послать не в посольство, а в консулат в Сан-Франциско. И занимает 10 дней. Я не могу послать в Вашингтон, занимает 5. И ничего скостить тоже они не могут, потому что у них система. Нет дополнительных стоп. Обычно бывает в 2 раза заплатишь или в 5 раз заплатишь, в 10 раз заплатишь. И тебе сделают там через 2 дня, в тот же день. У индусов, с одной стороны, может быть, такое и есть где-нибудь, но в самый неподходящий момент такого как раз нет. И в Испании, и в Барселоне, где я сейчас нахожусь, где я живу тоже, к сожалению, тоже занимает 10 рабочих дней. Имейте в виду. Александр, В России проще. Да, еще вопрос такой. Ну, вам знакомо, наверное, понятие вот этот медовый месяц, потом шок культурный и так далее. Есть определенный период, с которым связаны, скажем так, перепады отношения к культуре, в которой вы вживаетесь. Вот как вам кажется, в отношении Индии, так как здесь присутствуют люди, которым, ну, может светить некоторое продолжительное пребывание в этой стране, вот к чему быть готовым? Сколько времени требуется для того, чтобы преодолеть вот этот вот период ханимун, столкнуться с культурным шоком и потом в итоге адаптироваться к культуре? Я боюсь, что там особого ханимуна нет. А там начинается адаптация достаточно быстро. Потому что если у вас не полностью изолированная капсула вашего путешествия, где вы прибыли первым классом, вас отвезли в Мерседесе в хорошую гостиницу, где вы живете за забором, вас будут на этом Мерседесе, там ты сталкиваешься и с ослами, и с козлами, и со свиньями, и с собаками, и с людьми, которые на людей не похожи, и с людьми, которые около 500 миллионов людей в Индии не используют туалет, а ходят на улицу. И на улице они ходят прямо там, где вы находитесь. Открываете окошко в гостинице, неважно какая шикарная, и вероятно, чтобы прямо у вас под окном выстроены люди, которые сидят утром, опорожняются, вероятность большая, поэтому там нет медового месяца. Вопрос, как вы к этому относитесь? Если вы к этому относитесь как к интересной экспедиции, то это вполне нормально. Что получилось со мной и с моей семьей? Очень трудно сидеть в машине, даже если это Мерседес с кондиционером, если человек с переломанной ногой, с гниющей рукой, с оторванным ухом подскакивает с тарелочки и просит милостыню. Если принять понятие индуизма, что есть возрождение, перерождение, и этот человек хромой, косой, кривой, потому что, наверное, в прошлой жизни он где-то что-то напакостил, то гораздо спокойнее можно продолжать сидеть в своей машине
и особо не волноваться. Если начинаешь волноваться, то психика раскачивается очень быстро и выдержит действительно очень трудно. А если перестаешь волноваться, то ну, так есть, так и надо. Есть очень много положительных побочных эффектов. Ты начинаешь меньше волноваться о том, что если не получилось сегодня, может получится завтра. А если завтра не выйдет, то может в следующую жизнь получится. Потому что вполне возможно завтра не получится, и вполне возможно за эту жизнь тоже не получится. Может и получится, но, наверное, нет. Александр, давайте заканчивать. Вы знаете, я вдруг подумал, что в Индии вы приобрели очень хороший иммунитет, который вам позволяет сейчас успешно выживать в Испании. Я прав? После Индии выживать можно где угодно. Можно еще один вопрос? Давайте, последний вопрос. Скажите, пожалуйста, а чему вы у них научились и чему у них учиться нельзя? Чему научились и чему научиться у индусов нельзя? И чему учиться нельзя? Учиться. Чему лучше не учиться? Чему лучше не учиться? В Индии древняя и мудрая культура. Можно очень научиться, если изучать древность этой культуры. Например, их понятие богов имеет прямое отношение к лидерству, которое я преподаю каждый день. Бог-творитель, Бог-хранитель и Бог-разрушитель. Для любого действия в руководстве всегда требуется думать стратегически о том, что мы будем творить, что нам нужно охранять и что нам нужно разрушать. Такого рода понятий просто бесконечность. Поэтому это очень интересная страна, где можно многому научиться. Но если рассматривать с философской точки зрения контраст между деревом жизни и деревом знаний, я человек, который больше любит дерево знаний. Индия оттягивает тебя к дереву жизни. Знания не так важны. Важно спокойствие, самообладание, важна семья, важно счастье, важны понятия, которые умом не понять. И в какой-то момент я понял, что, проживая там, я уже сижу под деревом жизни. Вдалеке я вижу дерево знаний. Оно, я вижу, уже начало вянуть, чахнуть. И я почувствовал, что мне становится как раз этот факт на него наплевать. Что мне вырабатывается наплевательское отношение к погибанию дерева знаний. Я зашел в интернет, купил билеты в Париж, заказал билеты в оперу, в балет, купил билеты в Лувр и сказал жене, что мы на следующей неделе летим в Париж продолжать нашу западную жизнь. Спасибо. Александр, спасибо большое. Надеюсь увидеться еще. Удачи вам. Спасибо. Да, это было очень интересно. Спасибо. До свидания. До свидания. Александр, прямо... Да, коллеги, Александр, можно вас тоже пригласить? Да. Вот в качестве такого, как сказать, рэп-ап, как это сказать-то по-русски? Заключение? Нет, не заключение, а вот некое подведение итогов. Резюмирование. Обобщение. Да, обобщение. Вот мы вначале обсуждали здесь, что общего и разного между Индией и Ираном. Да? Вы участвовали, и видели выступления экспертов. Во-первых, интересно, насколько ваше собственное представление об этих государствах изменилось или дополнилось, вот что вы для себя из этого вынесли.
И вот продолжая эту дискуссию о разнице и схожести, что бы вы могли добавить от себя? Мое выступление сегодня было вообще самым эффективным. Очень правильная тема, что Индия, она разная. И не все и индийцы, и индуисты, очень много мусульман, поэтому история с алкоголем, с какими-то шутками, с внешним видом в некоторых штатах, в том числе в нашем основном штате Махарашtra, бизнес-штате, Мумбаи, это бизнес-столица Индии, не Дели, где живет только администрация, могут быть восприняты коллегами неоднозначно, и нужно всегда знать историю и примерно представлять, где ты находишься и что за люди. Многие действительно не едят мясо, многие его едят, например, вот эти сикхи волшебные, про которых человечки не едят все и выпивают вполне не парясь, потому что они не касты. С первого взгляда действительно отличить касту тяжело, но процентов 80-90 когда будут торговцы. Это не торгаши, а они разного уровня, могут быть там, серьезные бизнесмены, не обязательно люди, которые торгуют куртками, но подходы примерно одинаковые. Понять можно действительно по внешнему виду, но это нужно смотреть по поведению, по фамилии. Ну, если, грубо говоря, в паспорте там написано там, какой-нибудь Подзаборов и Царев, да, то мы примерно можем сразу предположить, кто из них кто. Фамилии менять в Индии затруднительно, и это все будут знать, потому что ты публикуешься в газете, в паспорте будет отметка, что ты был Подзаборов, а стал Царев. Ну, и по фамилиям, как правило, ну, можно примерно догадываться по цвету кожи. А есть пример самой понтовой фамилии? Вот так что. Тут сложно так. Давал, например, есть товарищ, это фамилия высокая фамилия, это министр. Давал? Довал. Ну, Ганди, наверное. Нет. Кстати, наш дорогой товарищ и друг Нарендра Дармадасович Моди, он не из высшей касты совершенно, он из низшей. Каста не показатель денег. Это может быть из низшей касты или быть олигархом. Яркий пример Тата Групп, Лакшми Миттал. Это ребята абсолютно не из высшей касты и на эту тему не парятся совершенно, при этом они очень богаты. Каста не показатель денег. Абсолютно нельзя его увязывать. Есть вне кастовые вообще люди. Ну типа дворянский род, но обедневший. Да, как вот этот, как облезлый барин, да, по-моему, такой термин в русской литературе. Поэтому абсолютно, если перед вами кто-то из низшей касты, значит, что он бомж, опустившийся человек, совершенно нет здесь никакой связи. Если вообще люди вне каст, например, вот эти волшебные сикхи, они вне каст. Насчет того, что белые боги, это, конечно, тема хорошая, но эта тема работает на улице, на нижних уровнях. Мы тоже вне каст. Они не рассматривают нас как в своей системе, поэтому никто, конечно, не будет говорить, что там вы чужаки и занимать какие-то жесткие позиции, но воспринимать вас равными, я имею в виду в переговорах серьезно, нет, не будут воспринимать, и тем более выше. Поэтому ребята действительно на своей волне могут пообещать не сделать в порядке вещей, могут подписаться и не сделать в порядке вещей, неважно, протокол, договор, встречи, e-mail, нормальная история. Опаздывают? Постоянно опаздывают, постоянно идет. И не нужно говорить, ну почему вы опоздали, это как бы не та история, они просто не поймут. Я буквально недели 2 назад вернулся из Дели и решил там за рулем покататься, интересно, правостороннее движение. Есть специфический, вообще, ну, нервничаешь, подрезают, все там притирают, сейчас я выйду и это, а они не поймут, что ты не хочешь. То есть там я где-то на перекрестке меня подрезал, я открыл, а он не понимает, ты зачем, не понял, что я не так сделал.
Поэтому как-то вот эти истории, это нормальная практика. Переписки по 10 раз напоминаний, не надо на это обращать внимание. Еще опция, не ведитесь на визитке. На визитке вообще история написать, что я кандидат наук, у меня мама, папа, 34 инженера, там MBA. Как правило, все это фейк. Такая же история с кумовством. У меня папа министр, мама, сейчас зайдем, порешаем. Могут, да. Как политически порешаем. Это аналогия в Китае называется гуанси, это связи, дружба. Ну, связи, дружба, что-то такое. Действительно, очень часто и практикуется, за деньги можно попасть к министру, причем за относительно небольшие деньги. Как в музее? 10-15 тысяч рублей действительно вас могут провести к министру, через секретаря можно порешать. Ну, не факт, что, во-первых, что-то для вас решит, да, он вас примет, напоит чаем, но вот эти истории, они, как правило, либо там денежные, либо с интересом. Точно не будут с вами вести разговоры, если вы не интересны либо по деньгам, либо по трансферным технологиям. Вообще переговоры никакие вести. То есть история, что мы бедные, нам помогите, у нас нет технологий, или давайте сделаем СП, это вообще известная цыганская тема, давайте сделаем joint venture. 50 на 50, все будет летать, вот у нас рынок, вас свозят, покажут волшебное шоу с зажиганием лампы. Это стандартная тема, я не знаю, какой аналогии в России, как лампы что ли, там, я не знаю. То есть вот на каждом мероприятии обязательно зажигается лампа с маслами, с огоньками, все как-то красиво, ну типа на удачу. Вас провезут по всем там красивым местам, может даже какому-нибудь большому начальнику завезут, но по факту это может оказаться пылью, фейком. И всегда нужно знать, кто ты и кто перед тобой. А есть в Индии ограничения по найму? В Индии очень интересная штука. Из-за того, что у них очень много людей, ты обязан, создавая компанию в Индии, нанимать людей. Например, ты обязан держать в составе директоров местного человека. Даже если у тебя компания 10 тысяч рублей, минимальный размер капитала, у тебя должен быть секретарь. Секретарь не из России, а который там получит бумажку и так далее. Пусть он будет получать 3 копейки, но он будет, и вот эти истории с наймом персонала, они всячески будут стараться затащить свой персонал на любую должность. И уволить его потом невозможно. Они очень держатся за работу, очень тяжело уволить. В Индии, например, есть должность называется T-boy. T-boy. Задача этого человека заключается в том, что он просто наливает чай. По кабинетам, обязательно переговорки, то есть вот люди сидят, работают, он просто ходит с чайником, наливает чай. Другой человек забирает чашки грязные. Не этот же, другой человек. То есть и вот такая история, она очень часто повторяется. И поэтому куча директоров каких-то, куча менеджеров, 100 человек приходят на переговоры, непонятна их роль. Кто решает, кто не решает, это нормальная история, и во все проекты они всячески будут максимально стараться затащить свой персонал. Александр. Да, я что-то как-то в это... А я, на самом деле, я поймался на мысли, что что-то как-то 9 у нас мало времени. Я записался, да. Александр, добавьте, вот про Иран что-нибудь такого, что мы не слышали. Сложно, потому что все-таки у меня познания такие скрытые, как Юрий, по Индии. У нас все более технично, то есть пролетели, улетели, нигде не были. Все. Как хоккейный спорт. Да, полетели, улетели, все. Поэтому, ну, действительно создается впечатление вот, и работы с индусами, и с персами, что, вот, несмотря на то, что индусы там есть благотворители, они, в общем, не спешат что-то сделать, в принципе, то есть по разным причинам. Кто-то ленивый, кто-то там долго не ждись, там что-то согласовывает. Но действительно, вот не европейский подход к достижению договоренности в начале реализации. Срочно вообще. То есть у них нет вот понятия долго, недолго, то есть вот это вот такой, как говорится, бесконечный процесс переговоров. И иногда действительно и не ездить нельзя, потому что переписка еще менее эффективна. Вот это
точно совершенно одинаково, и, скорее всего, одинаково то, что люди, сидящие за столом, не принимают решения. Да, это так, и там это есть особенность. То есть долго приходится заставлять, с одной стороны, тщательно готовиться к переговорам, то есть, потому что ты знаешь, если ты принесешь лучший материал, то, ну, наверное, он как-то чуть-чуть быстрее уйдет на уровень принятия решений. Но, Вопрос коллеги говорит, что они очень долго, 2 часа все не пошли. ну, нет, они в 5 встали и ушли. Да, так. И я хочу поделиться опытом, они приезжали к нам, они работали тут с 9 до 9, и мы не ждали, что Нет, в первую ночь они тоже могут сидеть на переговорах, но это дело не двигается. Это не то, что... Ну нет, может быть, просто уже была наверху договоренность, они приехали делать дело. Такое тоже бывает. То есть если решение уже генеральное принято, и прямое указание, все, хватит обсуждать, надо что-то закончить, ну, конечно, все будут работать. Да, если так, есть возможность поговорить, поговорим. Давайте, есть возможность задать вопрос экспертам внутренним, которые постеснялись задать экспертам международным. Про мир меня. Да. У меня вопрос к коллегам. Вы сейчас описали особенности и иранцев, и индусов, но эти особенности, они скорее, ну, как-то негативные, да, то есть послушав вас, хочется просто не иметь с ними дела. Какие есть особенности положительные? Вот что неожиданно удивило в лучшую сторону после общения с ними? Сейчас ведет бизнес-тренинг где-нибудь в Мумбаи, говорит, просто такие черти. Давайте я отвечу, неожиданный такой ответ будет. В Индии, например, на всех переговорах тебя, как бы, ну, во-первых, обязанности тебя покормить, во-первых. Это первое. То есть это дань уважения к тебе. То есть отказываться нельзя ни в коем случае. То есть ты обязательно идешь с ними, когда делишь трапезу. Это первое. Второе, всегда, ну, естественно, на всех переговорах, это, да, правда, носит чай бесконечно. Это просто невозможно. Но меньше, раз уж наняли. Нет, у них много людей, много чая, поэтому надо тоже... Всегда какой-то вот снэк стоит на столах, просто в безумном количестве в каком-то вот. Это вот всегда сопровождается переговорами. Ну и более того, как индийцы, они достаточно открыты и действительно вот они ценят отношения, человеческие отношения и то, как ты к ним относишься. Они это чувствуют. Ты можешь там сидеть, там безучастно, но как ты к ним относишься, по взгляду, по жестам, они улавливают и идут на контакт именно насчет отношений. Вот это круто. Нет, но они все хорошие люди. Да, очень видно, что, во-первых, люди, которые оппоненты все твои на переговорах, они все профессионалы, очень высокого класса. То есть у них очень хорошо работают лифты социальные. И действительно, те люди, с которыми ты имеешь дело, они профессионалы, они абсолютно адекватные профессионалы своего дела. И очень жесткие переговорщики. Очень жесткие переговорщики. Поэтому история, что, ну, наверное, с Индией в меньшей степени, больше, наверное, в Бангладеш у нас характерно тем, что мы бедные, убогие, помогите нам, старшим, как старший брат, по-братски. И в Индии тоже такое бывает. У вас же тут есть вот тут что-то интересное, давайте, мы тут по-братски, мы же тут с вами танки строим, учат с моде, фоткается. Это история для того, чтобы вы все слили под красивые слова. Не ведитесь. Это не тот размен, на который надо вестись. Да, нужно поддерживать эту игру. Да, конечно, дружим с семьями, прямо в обнимку, но не забывайте, что все-таки вы на бизнес-переговорах. И вот эти темы, они, как правило, для вас неэффективны в конце, если вы на них поведете. Они очень... То есть и вот какая-то скидка, ну, с китайцами, да, то есть когда делаешь, какая-то всегда скидку закладываешь, потому что они не нужны. Должен быть размен. Должен быть размен. Если ты просто даешь скидку,
Значит, тебя можно пушить. Тебя можно пушить. Да. Обязательно должен быть какой-то размен. Да. Звук увеличить, поставить. Ну, то есть вот какими-то, да, вот. Ну, все же у нас товарищи по переговорам-то опытные, и не первый раз. Нужно просто понять, а что им важно. Например, у нас много было историй, яркий пример Египет, это ни для кого не секрет. Им нужно было вопрос сроков. То есть вам что важно, быстро или дешево? Нам важно быстро. Одна история. Другая история с Центром ядерной науки и технологий в Боливии. Вам что нужно? Слушайте, у нас есть 300 миллионов, постройте там игрушку красивую, сказал президент. Окей. То есть нужно смотреть. И туда поехали профессионалы скобков, да? Скобков там, по-моему, никого нет. Поэтому нужно понимать, вы можете разменять то, что для вас ничего не стоит вообще. А для них это хо-хо. Под эту историю вы можете очень красиво разменять. Просто так сливаться под красивые слова, под дружбу стран. Плохая история. Коллеги, очень интересный разговор, но времени мало. Поэтому давайте поблагодарим наших экспертов. Спасибо большое. Давайте потихонечку закругляться. Я немножко попрошу у вас времени. Дадите? Ну так, чтобы закрыться красиво. Совсем немножко. 5 минут. Буквально 5 минут, просто чтобы подвести итоги. Помните, с чего мы начали? Общее разное и вопросы. Вот я хочу сейчас, чтобы вы просто мне сказали буквально в 2 словах, получив мячик, разумеется. Что такого самого ценного вы вынесли? Может быть, вы получили ответ на какой-то вопрос. Может быть, для вас что-то стало понятно в плане культурного или политического аспекта. Или просто что-то было интересно. Вот буквально в режиме такого выстрела, тоста, что вы выносите из этого мероприятия? Кто хочет начать? Ну, для меня мысль о том, что понять нельзя, надо полюбить и принять. Выбирайте, кто будет следующий. Есть желающих, да. Кто меньше всего ожидает? Я бы сказал, что диалог с восточными людьми это путь. Мне было интересно послушать о процессе принятия решений. Кто принимает, когда и как это выглядит и как это на самом деле. В кого-нибудь, вот. Меньше всего ожидать, да? У меня самое главное было, вот, я солидарен с коллегой, вот ощущение того, что либо этих людей принимаешь, вообще хорошо там и там, либо как бы ты, ну, либо ты не находишь с ними общего языка. Причем принимаешь на каком-то таком достаточно, на мой взгляд, глубоком уровне. Как-то вот эта отношенческая штука меня довольно сильно правда. Вячеслав, что сказать? Обязали вас сказать что-то. Но мне просто было интересно послушать, вот, более углубить свои знания об культуре этих стран, понять именно взаимоотношения в переговорном процессе, как они взаимодействуют. Спасибо. Вот туда запустите, пожалуйста. Куда? Вот на дальний стол. А мы уже разговаривали. Ну, для меня, конечно, более интересна тема Ирана, так как работаем с Ираном. Основной вопрос, который меня интересовал, взаимодействие женщин в переговорах, ответ я услышала. Мусульманская одежда, нет макияжа, держаться подальше от мужчин. Вот, теперь перевариваю, что с этим делать и как нам дальше вести переговоры. То, что касается Индии, мне, например, понравилось образное высказывание нашего спикера по поводу древа жизни и древа знаний. Да, что, находясь в Индии, уже понимаешь, больше ценишь древо жизни, а древо знаний где-то там завидает. Ну и ладно, бог с ним. Интересно. Мне понравилось, да. Так что вот так. Спасибо большое. Коллеги, у вас на столах...